Здравствуйте, дорогие любители вязания! Давайте сегодня свяжем вот такой замечательный рельефный узор. Узор прекрасно подойдет для вязания многих вещей. Шапки, шарфы, пуловеры, кардиганы. Как мужские изделия, так и женские изделия можно связать таким узором. Узор универсальный. И он так легко вяжется, вы просто не поверите. Его можно вязать практически с закрытыми глазами. Раппорт узора составляет 15 петель в ширину, плюс мы набираем еще 3 петли для симметрии узора, если мы вяжем поворотными рядами. Если мы вяжем по кругу, то петли для симметрии набирать не надо. Набираем только 15 петель раппорта. И 28 рядов в высоту. Здесь на образце у меня связано 3 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту. И еще я связала несколько рядов от 3-го раппорта, чтобы уже образец смотрелся. Ну и по краям петли платочной вязки. Это тоже, чтобы образец выглядел прилично и не заворачивались края. Давайте начнем. Набираем на спице 20 петель, из которых 2 петли кромочные. Первую петлю кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Затем мы вяжем 15 петель раппорта и 3 петли в конце каждого лицевого ряда. Это петли для симметрии узора. И в каждом изнаночном ряду эти петли мы вяжем в начале ряда. Итак, 20 петель набрали, вяжем первый лицевой ряд. 3 изнаночных. 12 лицевых. И 3 изнаночных, это мы провязали петли раппорта, и 3 изнаночных у нас в конце ряда, это петли для симметрии узора. Во втором изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Не все ряды в этом узоре вяжутся по рисунку, не все изнаночные ряды. И поэтому я такие ряды пропускаю, где мы по рисунку вяжем. Я буду говорить, что вяжется ряд по рисунку, и буду пропускать в видео этот ряд. Вы будете провязывать такие ряды самостоятельно. Третий лицевой ряд. 3 изнаночных, 3 лицевых, 6 изнаночных. Три лицевых, это мы провязали петли раппорта, и 3 изнаночных петли для симметрии узора. В дальнейшем я не буду разделять петли раппорта и петли для симметрии. Я буду говорить общее количество петель, а вам на схеме хорошо видно, где раппорт начинается, где он заканчивается. 4-й изнаночный ряд, 3 лицевых, 12 изнаночных. И 3 лицевых. Провязали 4 ряда. И обратите внимание, как мы провязали 3-й лицевой ряд и 4-й изнаночный ряд. Следующие 6 рядов: 5-й лицевой, 6-й изнаночный, 7-й лицевой, 8-й изнаночный, 9-й лицевой, 10-й изнаночный, мы будем провязывать точно так же, как сейчас провязали 3-й ряд и 4-й.
Давайте самостоятельно эти ряды провяжем, чтобы мне уже одно и то же не вязать. Итак, 5-й лицевой ряд вяжем как 3-й лицевой. Провязали 10 рядов, вот так должно получиться. 11-й лицевой ряд мы вяжем точно так же, как вязали 1-й лицевой ряд. 3 изнаночных, 12 лицевых. То есть у нас тут получаются петли по рисунку. И 3 изнаночных в конце ряда. 12 изнаночный ряд, петли вяжем по рисунку. Следующие 2 ряда, 13 лицевой и 14 изнаночный, мы провяжем петли по рисунку. Давайте самостоятельно эти 2 ряда провяжем. Провязали 14 рядов. 15 лицевой ряд. 3 изнаночных. Берем дополнительную спицу, оставляем 3 петли на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевые и петли, оставленные за работой, мы тоже вяжем лицевыми. Снова берем дополнительную спицу и оставляем 3 петли на дополнительной спице перед работой. Провязываем 3 лицевые и петли, оставленные перед работой, мы тоже вяжем лицевыми. Три изнаночных у нас в конце ряда. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Провязали 16 рядов. Смотрим внимательно на схему. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 ряды мы провязываем в них петли по рисунку. Давайте сделаем это самостоятельно и встретимся с вами в 27 ряду. Провязали 26 рядов. Вот так должно получиться. Вяжем 27 лицевой ряд. Три изнаночных. Оставляем 3 петли на дополнительной спице перед работой. Провязываем 3 лицевые. Петли, оставленные перед работой, мы тоже вяжем лицевыми. Замыкаем наше колечко. Далее 3 петли оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевые. И петли, оставленные на дополнительной спице, мы тоже вяжем лицевыми. В конце ряда 3 изнаночных. В 28 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку. Это у нас последний ряд раппорта. Мы провязали один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Вот такой красивый рельефный узор получается.
И согласитесь, что он очень легкий, ну просто очень. Я рекомендую его для начинающих. Кто ни разу не вязал косы, кто ни разу не перекрещивал количество петель, вот, пожалуйста. Простейшее перекрещивание, а какая красота! Ну и какая красота получается, когда мы провяжем несколько раппортов. Я буду очень рада, если вам понравился этот узор. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете, и приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.